Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя. Вы на канале «Счастье в нас самих», где, как всегда, вы можете найти ответы на любые вопросы, инструменты для улучшения сфер жизни, всех сфер жизни, ну а также практики, настрои, ритуалы, медитации, саблиминалы, видеомедитации для исполнения любых, даже самых невероятных желаний. И, как всегда, помните, что все в ваших руках. Ваша жизнь – это продукт ваших мыслей, эмоций и действий. То, о чем вы думаете, на чем вы концентрируетесь сегодня, скорее всего, произойдет завтра. Ну, не завтра, а в ближайшее время. Когда вы учитесь мыслить осознанно и понимаете, как создаются наши события, вы тогда берете под контроль свои мысли, то, на чем вы концентрируетесь, и, соответственно, меняете свою жизнь. Да, это не происходит за один день, но это происходит, и чем больше вы этим занимаетесь, тем быстрее все происходит. Сегодня я хочу посмотреть для вас, что же может произойти до конца ноября и что же, собственно говоря, с этим всем было бы здорово делать. Посмотрим и советы карт, и события, которые могут произойти. Очень часто, когда я делаю вот такие общие расклады событий, очень много в голове проходит, поэтому озвучиваю я только самые яркие события, которые я вижу. А на личных консультациях, соответственно, мы разбираем именно вашу ситуацию, именно ваши вопросы и ваши события. Поэтому для некоторых из вас, вот некоторые пишут, что не зашел расклад, значит, это не ваш расклад. Не каждый расклад точно для вас. Все еще зависит от вашей интуиции, от вашего восприятия. Ну что, мои дорогие, как всегда, сосредоточьтесь на себе любимых, сделайте себе комплимент, похвалите себя и обязательно улыбнитесь. Улыбка меняет жизнь, улыбка улучшает жизнь. Чем больше вы улыбаетесь, тем больше причин для улыбок дает вам Вселенная. Это закон притяжения. Ну что, давайте же посмотрим до конца ноября, на что обратить внимание и что же может произойти. Ну, первое, что я могу сказать, обратите внимание, может произойти очень интересная встреча до конца ноября. Эта встреча может быть связана как с работой, карьерой, бизнесом, ну а также с межличностными отношениями, со здоровьем. Это мужчина старше 45. Вижу, что седоватый, вот точно цвет волос не могу сказать, мужчина рисковатый и строгий. Если это дело касается работы, карьеры и бизнеса, это может быть как ваш начальник, хозяин компании, так и работник финансового заведения, в котором вы встретитесь с этим человеком для получения, может быть, суд и для того, чтобы именно, вот я знаю, если нужна суда, если нужны деньги, то мы, не знаю как, скорее всего, во всех странах сейчас мы идем в банк или в какой-то юнион, в какую-то финансовую организацию, где мы заполняем документы для того, чтобы получить нужные нам деньги, кредиты. Вот ярко вижу такую ситуацию. Также ярко вижу ситуацию для тех, кто в поисках работы на сегодняшний день, что будет встреча, именно вам придет ответ с
по крайней мере, одной организации, куда вы будете посылать свое резюме или уже послали, и будет встреча с хозяином компании или с менеджером на интервью для получения именно должности на работе. Для тех, у кого бизнес, что я здесь вижу? Здесь я вижу, что если ищете партнера в бизнесе, вот такой человек, если уже не появился, то появится до конца ноября. Очень уверенный в себе человек, и могу сказать, что у него есть возможность вложить в ваш бизнес. В какой роли он будет дальше выступать в вашем бизнесе, это, конечно, уже ваш выбор. Он может быть как активный партнер, а может быть, как у нас называют, молчаливый партнер, если перевести это с английского языка. Молчаливый партнер — это значит, что человек не принимает участие именно в действиях бизнеса, но вкладывается в бизнес и получает какой-то определенный процент, или он может вложиться в бизнес, это как кредит на ваш бизнес, и, соответственно, должен будет со временем получить эту сумму и получить какие-то еще дивиденды. Для межличностных отношений, что я здесь вижу, девочки, вот встретится на вашем пути вот такой мужчина. Это мужчина, кстати, старше 45. Если вы, девочки, старше 45, мужчина будет или вам ровесник, может быть, чуть-чуть будет старше вас, но если вы младше 45, однозначно мужчина будет старше вас. Мужчина яркий, но резкий. Вот иногда его высказывания будут вас обескураживать и вводить даже в ступор. Вы не будете знать, как реагировать на эти высказывания. Ну, опять же, если мужчина понравится, будьте мудры. Этих мужчин заинтересовывать надо недостатком себя. Вот немножечко вести себя, знаете, как с любовью убегая, образно говоря. Смотрите, думайте, это ваша жизнь. Ну и, конечно, по здоровью, я уже сказала, что это может быть здоровье тоже. Если интересует именно встреча с врачом и нет постоянного врача, потому что это может быть и ваш постоянный врач, если описание подходит, ищите вот такого мужчину, он очень быстро принимает решения, он очень знающий именно в той сфере, которая вас интересует, я имею в виду сейчас медицину. И, соответственно, он вам поможет. Ну и также еще эта карта может говорить о том, что для того, чтобы все происходило, как вы хотите, действовать надо с уверенностью. Если нет какой-то уверенности, то лучше не спешить, потому что именно резкие действия могут даже иногда навредить. Давайте посмотрим дальше. Вот здесь вижу, что до конца месяца вот очень много надо будет делать, очень много будет действий, очень много будет событий, которые будут призывать к быстрым действиям. Смотрите немножко осторожно, чтобы не растеряться. Потому что если вы будете хвататься за все и сразу, и стараться как можно больше охватить, можете не успевать и делать ошибки. А тут было бы здорово все-таки все решения принимать аналитически, а не с огнем. Вот тут вижу, вот знаете, как запал какой-то в вас будет входить, и вы будете спешить. А спешка может вам и навредить. Также эта карта говорит о очень интересной встрече. Больше я вижу, это встреча для мальчиков, которые в поиске или в ожидании своей второй половинки. Это женщина, которую вы захотите заинтересовать в себе. Она изначально не будет заинтересована в вас,
вам она будет нравиться. Это женщина старше 45, брюнетка. Вижу, что брюнетка, натуральный это цвет волос ее или нет, тяжело сказать, потому что женщина старше 45, брюнетка, открытая очень женщина, всегда говорит о чем она думает, красивая и уверенная в себе. И для того, чтобы ее заинтересовать, мальчики, как заинтересовывать женщину? Думаю, что к этому возрасту, опять же, если вы старше 45, женщина будет или вашего возраста, или, может быть, чуть-чуть младше. Если вы младше 45, женщина однозначно будет старше вас. Я всегда говорю, что возраст – это только число в паспорте. Все остальное – это как вы себя будете ощущать. Для тех, кого не интересуют межличностные отношения, и для девочек, это до конца месяца будет очень интересная встреча, в которой вы узнаете какую-то информацию, которая вас интересует. Касаться это может любой сферы жизни. И еще одна карта. До конца месяца, вот я опять смотрю, все жезлы. Жезлы – это огонь, это быстрота, это скорость. Это очень быстрая смена событий, которая может происходить до конца ноября. А с чем это будет связано? Вот вижу, что у каждого из вас это может быть своя сфера жизни и то, что интересует вас. И опять вижу знакомство. Это вот для девочек. Слушайте, это уже мужчина помоложе. Та же стихия, тоже огонь. Это мужчина старше 40, у которого темный цвет волос. И он не совсем уверен в себе, этот мужчина, насколько я вижу, но заинтересован будет в вас, девочки. Это именно для межличностных отношений. Может быть, это уже ваш мужчина, и могу сказать, что от него будут какие-то действия, которых вы даже не ожидали. Он поведет себя неожиданно. И смотрите, настройте себя на позитив, ведь все же, какие это будут действия, зависит от вашего внутреннего состояния, зависит от того, что вы ощущаете по отношению к этому мужчине и по отношению к мужчинам в целом. И, соответственно, все действительно вы притянете, исходя из вашего внутреннего состояния. Поэтому, если есть какой-то негатив, избавляйтесь от негатива, оставляйте прошлое в прошлом, особенно негативное, а позитивное культивируйте в себе для того, чтобы притянуть еще больше позитивного. И для всех я могу сказать, что да, как я и сказала, вот по каждой карте, а сейчас в общем раскладе, старайтесь делать то, в чем вы точно уверены. Если есть какая-то неуверенность или не хватает информации, лучше остановитесь, замедлитесь, найдите информацию, найдите решение и тогда уже действуйте с уверенностью для того, чтобы результат порадовал вас, а не обескуражил или не расстроил. Поэтому до конца ноября идет очень много действий. До конца ноября идет очень много изменений, связанных именно с тем, что и как вы будете делать. И касаться это может любой сферы жизни. А я, как всегда, желаю вам всего самого лучшего. Люблю вас, мои дорогие. Пока!